Добрый вечер, девушки и парни, и мужчины, и бабушки, если здесь есть такие. В общем, всем здравствуйте. Очень рад вас видеть, ну вот здесь, по крайней мере. И в Инстаграм, и YouTube канал, и наша вебинарная комната. Все мы в одном месте с вами сегодня собрались. В новом году. Добрый вечер, да. У нас сегодня очень интересная тема, как выйти замуж за достойного мужчину. Я часто затрагиваю эту тему в своих эфирах. Сегодня не исключение. Будем говорить об этом немного с другой стороны, нежели делали мы это раньше с вами. Конечно же, очень приветствуется ваша обратная связь. Девушки, которые смотрят трансляцию в YouTube-канале, поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня видно и слышно. Я так понимаю, Инстаграм и вебинарная комната меня видят и слышат. Замечательно. Замечательно. Удивительная вещь, нет, не удивительная вещь, а удивительное явление, достойный мужчина. Очень часто задаю этот вопрос девушкам и спрашиваю, а кто в вашем понимании достойный мужчина? Ну и начинается перечисление. Это тот, который ответственный, это тот, который обеспечивает, это внимательный, это тот, которому можно доверять, верный. То есть, в принципе, перечисляются достаточно разные качества мужские, которыми должен обладать вот этот персонаж, с которым вы планируете создать семью и отношения. Ну, конечно же, хотелось бы спросить у вас, каким должен быть ваш идеальный для вас мужчина? Каким должен быть идеальный для вас мужчина? Вы когда-нибудь составляли такой портрет своего мужчины? Как он должен плюс-минус выглядеть? Какие должны быть у него увлечения? Сколько он должен зарабатывать? Чем он должен заниматься? Что это за человек? Как он выглядит? Что он из себя представляет? Внимательный. Внимательный может быть и заботливый человек, может быть абсолютно проявлять свою внимательность и заботливость не только по отношению к вам, по отношению и к кошечкам, и к собачкам, и к попугайчикам волнистым. Чтобы он был умным, чтобы я его уважала. Искренний, внимательный. Прекрасно, прекрасно. Так как вы, Марк. Марк еще тот жук, поверьте. Вам нужен внимательный, искренний. Какой еще? Духовно развит был. Заботливый, уважением, умный, надежный, мужественный, не инфантильный. Прекрасно. Которому я могу доверять. Да, то есть, в принципе, можно перечислять бесконечно вот эти мужские качества, не только мужские, человеческие качества, и внимательный, и заботливый, и ответственный, и надежный, и нежный, и ласковый, и верный. Но мы сейчас описали с вами какого-то несуществующего, мне кажется, человека. Почему? Потому что достаточно трудно себе представить одного мужчину, который смог бы объединить в себе все перечисленные вами качества. Вы представляете себе, что это за чудо-персонаж, занесенный в Красную книгу? То есть я думаю, что если бы такой мужчина действительно существовал, то за ним бы велась как минимум охота.
все женщины бы охотились на него, либо на подобных ему. И здесь, конечно же, да, можно говорить о том, что ответственность наиболее приоритетное качество для достойного мужчины. Да, конечно, идеал, конечно, да, Илья. То есть это такой, знаете, ответственность. Ответственный мужчина, он в принципе способен на многое. То есть он может слышать, может видеть, может чувствовать. Но я бы сказал, что не только ответственность можно считать важным качеством для мужчины. Давайте с вами проанализируем вместе, какое мужское качество, оно в принципе свойственно и женщине, и мужчине, и женщине. Какое мужское качество необходимо мужчине для того, чтобы он действительно мог создать крепкие взаимоотношения с женщиной. Что это за качество? Ну, понятно, что у него слюни изо рта не текут, и он головой не трясет. Конечно же, он должен быть адекватным. Конечно, Марианна, вы абсолютно правы. Уметь слышать и слушать. Уверенный в себе. Зрелость, да. Понимание, слышать. Щедрость и доброта. Верность. А давайте фантазировать. Верный, но при этом недобрый. Щедрый, но при этом неверный. Ответственный, но при этом невоспитанный. Зрелый, но при этом не умеет слушать. Мудрый. Вот мудрый, да, в принципе, я говорю сейчас о таком очень важном качестве, как и для мужчины, так и для женщины. Это осознанность. Осознанность. Вот состояние осознанности, в принципе, можно назвать это и мудростью, да. Состояние осознанности позволяет мужчине быть и нежным, и верным, и заботливым, и щедрым, и внимательным слушателем. То есть это человек, который в принципе способен, рассуждая, вступать и в конструктивный диалог, и идти на какие-то уступки, и проявлять уважение, и быть человеком достаточно нежным, заботливым и мягким. Почему это важно? Потому что действительно в отношениях мужчины и женщины достаточно трудно найти для себя партнера, который бы соответствовал нашему внутреннему запросу на 100%. Внешность, фигура, глаза, рост, губы, зубы, уши, зарплата, квартира и многое-многое другое. К большому сожалению, мы все чаще в последнее время сталкиваемся с чем? С тем, что достоинство мужчины начинают определять и определяется наличием у него финансовых денежных средств. Но давайте мы возьмем такого среднестатистического успешного мужчину в не очень преклонном возрасте, ну, например, от 35 и до 60 лет. По какой-то причине многие девушки считают, что если мужчина богат, значит он обладает всеми качествами, которые вы перечислили сейчас. То есть он и заботливый, и внимательный, и порядочный, и верный. Но, как показывает практика, это совсем не так. То есть быть богатым, это не значит быть достойным. И девушки, конечно же, реагируют на что? На состоятельность мужчины. Соглашаются на взаимоотношения с человеком, у которого все в порядке с финансами, но может быть не все в порядке с его головой. Да, безусловно, есть очень много мужчин и богатых, и адекватных, может быть, пусть не богатых, но которые могут обеспечить и себя, и семью, но всех грести под одну гребенку мы не можем. Все-таки мы должны быть реалистами и понимать, что живем мы не в простые времена с вами. И среди достойных мужчин есть и представители МЧС,
и полиция, и пожарная служба, и медработники, и многие-многие другие люди. Да? Неужели у кого-то повернется язык назвать человека, который спасал людей в Магнитогорске на Новый год, МЧСника, на морозе? А мы с вами сидели, поедали оливье, но у него зарплата-то не 200 тысяч, понимаете? А кто-то может сказать, что он недостойный мужчина. Он там ползал, вытаскивал этих людей, детей, рисковал своей жизнью. Безусловно, да, в нем есть и уверенность в себе, и бесстрашие, и мужественность, и решительность, и сострадание, потому что трудно себе представить человека на такой работе без чувств сострадания, да, эмпатии какой-то. Поэтому здесь, конечно же, если мы с вами говорим о здравомыслии, о том, что отношения мужчины и женщины это все-таки осознанный союз двух партнеров, ни в коем случае нельзя ориентироваться на финансовые показатели. Но также при этом обязательно нужно понимать, что если вы выбираете себе мужчину, естественно, этот мужчина должен быть способным обеспечивать семью. Если вы забеременеете завтра, если вы будете находиться в декретном отпуске, у вас родится ребенок, вы не должны питаться роллтоном и доедать последний сухарик. То есть мужчина должен нести ответственность за жену за свою и за своего ребенка. У меня тогда другой вопрос. Вы часто говорите про достойных мужчин. Вот он должен быть таким, 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 таким. У меня возникает вполне логичный вопрос, не только с позиции психолога, а с позиции мужчины. А какая женщина нужна вот такому мужчине, о котором вы мечтаете? Это вы? То есть мужчина, которого вы себе нарисовали в своих фантазиях. Внимательный слушатель, заботливый, нежный, ласковый, уверенный в себе, верный, щедрый, надежный, юморист, он еще там ха-ха-хи-хи, веселит вас. Это какая ему женщина нужна? Нет, ну понятно, достойная. Естественно, что ему не нужна женщина недостойная. Какая достойная? Ему тяжело будет, не выдержит. Хорошо, что вы признаетесь в этом сразу. Мудрая, добрая, нежная. Вы знаете, я могу сказать так, что женская мудрость сыпется, как только мужчина несколько раз в неделю встретится со своими друзьями, моментально женская мудрость куда-то пропадает. И женщины почему-то начинают поддавливать мужчину. То есть женская мудрость это такое, знаете, достаточно абстрактное понятие. Можно малевать им, не вымаливать женской мудростью. Поэтому, мне кажется, осознанность нужно ставить на первое место. Конечно, тоже вполне осознанная личность, которая способна договариваться. Вот, чтобы вы понимали, отношения с достойным мужчиной строятся не на фундаменте силиконовой груди, не на фундаменте силиконовой попы, не на фундаменте губ, глаз, ушей, ваших каких-то акробатических способностей. Отношения с достойным мужчиной строятся на осознанности. Эта осознанность включает в себя все, и сексуальность в том числе. Потому что если вы, находясь в отношениях с нормальным, достойным мужчиной, у которого все в порядке с головой, начнете себя вести неадекватно, эти отношения очень быстро закончатся. И по какой-то причине этот мужчина окажется в списке недостойных. Естественно, хотелось бы спросить у вас, а с какими мужчинами вы были в отношениях? Прежде чем вы ответите, поставьте, пожалуйста, плюсики те девушки, которые сейчас свободны. То есть вы вне отношений, но хотите, чтобы они у вас появились. Соответственно, эти отношения должны быть нормальными,
с достойным мужчиной, с которым можно создать семью? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Прекрасно. Плюсиков достаточно много. Это очень хорошо. Это очень хорошо. А тогда у меня вопрос к девушкам, которые поставили плюсики, которые сейчас находятся в свободном полете. Их сердца, в принципе, открыты для новых отношений. Но присутствуют некие опасения. С чем они связаны, эти опасения? Я думаю, с тем, чтобы не оказаться в отношениях, в которых вы были до этого. В подобных отношениях. Почему? Потому что, если они закончились, значит в них что-то было не так. Соответственно, ваше желание построить отношения с мужчиной, который ни в коем случае не будет похож на ваши прежние отношения. Тогда у меня вопрос, который я хочу все задать. А с каким мужчиной до этого вы были в отношениях? Что это был за мужчина? Характеристику можете дать ему? Несколькими фразами, одним словом. Что это был за мужчина? Банник. В баню любил ходить. Невротик был, слабый, неосознанный, алкоголик, инфантильный, слабохарактерный, ненадежный, абьюзер, подлый, слабый, абьюзер, бабник. Себя любил, нарцисс самовлюбленный, безответственный. Алкоголик, манипулятор, женатый. Человек, которому было удобно. Маменькин сынок. Врун. Я сейчас еще один вопрос задам. Ни для кого не секрет, что сегодня очень сложно поверить в то, что отношения мужчины и женщины выглядят следующим образом. Познакомились, и вот у женщины один мужчина на всю жизнь. Так уж получается, что и статистика показывает, что прежде чем женщина создаст крепкие отношения с мужчиной, у нее может уйти на это достаточно много, первое, лет. И количество партнеров, которые она успеет поменять за этот промежуток времени, может составлять от, там статистика, конечно, с десятыми разными, мы не будем их учитывать, от 5 до 14. Да, то есть вы представьте себе, прежде чем женщина дойдет до какого-то счастливого финала, ей, возможно, предстоит пройти такой путь непростых взаимоотношений с мужчинами. И количество этих мужчин может варьироваться от 5 человек до 15 человек, а может быть и выше. Это такая средняя цифра, которая в принципе говорит о том, что ваш предыдущий мужчина был не первым и скорее всего не последним. Тогда вопрос, а предпоследний мужчина был каким? Характеристику можно ему тоже дать. Предпоследний. Мужчина, с которым вы расстались, а до него. Что за мужчина был? Ужас, вы тут не правы. Причем тут я не прав? Причем тут я не прав? Я вам говорю статистику. Зайдите в интернет. Почитайте. Статистику посмотрите. Что вы не правы. Женатый, врун, женатый, неосознанный, агрессор, абьюзер. Я просто читаю из Ютуба комментарии еще, и Инстаграм. Лентяй. Такой же. Легкомысленный, женат. Прекрасный человек, но алкоголь все разрушил. Не повезло прекрасному человеку, да. Ненадежный. Смотрите, мы сейчас, в принципе, перечисляем, даем такую характеристику мужчинам,
с которыми у вас был опыт. Я понимаю, что многие девушки не хотят что-то писать, но это вопрос, на который вы можете ответить самой себе. Опыт общения с мужчинами говорит ни о чем. О том, что все они были с какими-то явно выраженными показателями недостойного поведения. То есть вот все, о чем вы сейчас говорите и перечисляете, начиная от абьюза, заканчивая тем, что они были женатыми людьми. А вы никогда не задавались вопросом, а может быть вы что-то не так делали в отношениях? Может быть как-то вы притягиваете к себе вот этих абьюзеров, женатых мужиков, слабых, инфантильных? Вы никогда не задумывались над этим? Может быть у вас есть какая-то особенная способность притянуть в свою жизнь какого-то чудика, рядом с которым вы себя будете плохо чувствовать? Ага. Вот вас угораздило женатого алкоголика притянуть. Это прям, это надо постараться. Это надо постараться. Это сразу можно сказать, это спасатель, женщина-спасатель. То есть, Господи, эта сумасшедшая жена довела этого прекрасного мужчину до алкоголизма. Теперь я должна его обязательно спасти. Кто ж его спасет, как не я? Иди ко мне, мой хороший, я тебя буду спасать. Да, вот смотрите, все, о чем мы сейчас говорим с вами, это, безусловно, предрасположенность определенная. То есть, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Ваш внутренний запрос бессознательный, который вы, в принципе, не анализируете на уровне своего сознания. То есть, вам кажется, что эти процессы вами анализируются, но по факту, когда вы начинаете общаться с мужчиной, вы даже не понимаете, по какой причине, видя определенные недостатки в нем, недостойное поведение, какую-то предрасположенность к созависимостям, к зависимостям каким-то, алкогольным, наркотическим, либо он маменькин сынок, слабый, инфантильный, неважно. То есть даже несмотря на то, что вы, возможно, и замечаете вот такие недостатки, вы по какой-то причине начинаете отношения с этими людьми. О чем это говорит? О том, что существует определенная предрасположенность. Эта предрасположенность была сформирована вами еще в детские годы, когда вы общались с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, со своими сверстниками, с учителями. Вы обрели некую способность проживать определенные состояния и роли. Понятно, что каждая роль, как в фильме, да, есть у нас, трудно себе представить комедийного актера. Вот вы замечали, да, наверное, что есть актеры, допустим, которые вот снимаются в комедийном фильме, а потом его невозможно представить в какой-то драме. Вот давайте мы даже на примере наших российских фильмов возьмем. Возьмем этого Светлакова, Светлаков, Comedy Club, да, вот смешной, потрясающий юморист, человек, который, в принципе, был рожден вот пребывать в таком амплуа комика с чувством юмора. Смешной, безусловно. То есть, это его тема. И вспомните фильм с ним, по-моему, он «Камень» назывался, где он играет какого-то маньяка, который похитил там какого-то ребенка. Я, честно говоря, когда читал отзывы и сам посмотрел этот фильм, я был в шоке вообще от того, насколько это все забавно и смешно выглядело, потому что, ну, смотреть без улыбки нельзя было. То есть даже в его серьезном взгляде, в его попытках нахмурить брови, создать какую-то видимость человека достаточно опасного и серьезного, вот эти его добрющие глазища выдавали все на свете. Тот же Джим Керри, да, то есть мы не можем себе представить таких актеров в роли, например, каких-то там, или в каких-то драматических сюжетах, где тот же Шурик, была абсолютно правильно, Владлена.
О чем это говорит? О том, что вы, так же как вот эти актеры, обретаете некую роль. То есть прививаете себе определенный навык взаимодействия с миром. То есть вы узнаете, кто вы и в какой роли вас воспринимает этот мир. И вот кто-то из вас превращается там в детские годы в такого человека-спасателя. Крамаров это вообще уникум, поэтому да, я вообще не представляю его там в роли какого-то серьезного человека. Представьте себе, вы вырастаете и попадаете в такую роль, где вы, например, спасатель, жертва. Либо у вас на фоне взаимоотношений с родителями сформировался такой характер с явно выраженным мужским началом. То есть вы сильная, властная женщина, способная решать все свои проблемы самостоятельно, рядом с которой должен быть в принципе мужчина, который еще сильнее, но при этом редко кто из вас задумывается, что мне не нужен мужчина сильнее меня. Мне нужен мужчина, с которым я стану просто слабее, захочу стать слабой. Но прежде чем вы этого захотите, нужно прийти к этому пониманию, нужно понять, по какой причине вы находитесь в такой роли. И вырастая, естественно, вы встречаете партнера, который соответствует вашему внутреннему запросу. То есть вы, возможно, и понимаете, что да, мне нужно построить отношения с достойным мужчиной. Достойный мужчина — это тот, от которого вы себе нарисовали в своем сознании. Но по какой-то причине попадаются какие-то недостойные мужчины. Они, может быть, и нормальные, но не соответствуют вашему запросу. И начинаются что? Начинаются качели, самые настоящие. Это первый момент. Второй очень важный момент. Мы забываем о том, что мужчина и женщины, в принципе, произошло у меня. Секунду. Куда-то у меня делся. Ладно, Инстаграм есть, вроде все появилось. То есть мы по-разному смотрим на отношения. Мужчины смотрят со своей колокольни, женщины смотрят со своей колокольни. Мы по-разному относимся к сексуальной близости. Мы по-разному реагируем на стрессовые ситуации. Мы по-разному реагируем на влюбленность. То есть у нас, в принципе, мировосприятие абсолютно разное. И если у женщины такая, знаете, рассеянная психология, пространственная, то у мужчины она более централизованная. То есть вам прежде что-нибудь сказать, нужно подумать. А мы прежде чем что-нибудь сказать, уже подумали. Но есть многие вещи, в которых мы с вами отличаемся. И наша гормональная система, и наши мозговые способности. То есть мы по-разному, наш мозг устроен, по-разному реагирует на все. И серого вещества у женщин больше, чем у мужчин. И многих-многих других моментах, в которых мы с вами отличаемся друг от друга. И, естественно, пытаясь построить отношения, мы смотрим на отношения, естественно, по-разному. То есть женщина поцеловалась с ним в щечку, в губки, он ее обнял, сказал, что скучал по ней весь день. А у нее уже крыша поехала. Она уже звонит подругам, Маше, Глаше, маме, папе. Это мужчина, я о нем мечтала. Такое ощущение, что я знаю его 100 лет. Господи, что я без тебя столько лет делала. Тебе не кажется, что нам вместе так хорошо, у нас столько много общих интересов. И вот это вот начинается, бла-бла-бла-бла-бла, понеслась. То есть все, любовь, влюбленность, там он самый лучший. Он самый прекрасный мужчина на свете. Потом проходит время, неважно там сколько, месяц, 2, 3, полгода. И вы понимаете, что оказывается он не такой, каким я себе его представляла. И начинается тряска. Вы пытаетесь выбить из того мужика, то есть вытащить его. Вам кажется, это как в сказке про Красную Шапочку, понимаете, что вот волк проглотил бабушку, мимо проходил дровосек, разрубил ему брюхо и вытащил бабушку. Вот у вас такая же ситуация. То есть такое ощущение, что вашего мужика, в которого вы влюбились, сожрал волк. И вы теперь пытаетесь вспороть ему брюхо, чтобы достать вот это чудо, которое вы полюбили когда-то. Понимаете, влюбились в него.
И никак у вас не получается этого сделать. А это чудо вроде бы и не хочет оттуда выползать. И начинается самая настоящая неразбериха и суматоха. Вас не устраивает то, что ваш мужчина превратился в ленивого, безответственного. А вот его не устраивает то, что вы ему мозги выносите. Понимаете, это же любимая фраза мужиков. Невыносим мне мозг. Невыносим мне мозг. Я просто хочу сказать вам о том, что ваш мужчина, возможно, к вашему удивлению, всегда был таким, каким вы узнали его в отношениях. Он никогда не был другим. И вы просто влюбились в обертку, в оболочку, в такую случайную совершенно. Эта оболочка, она была сформирована состоянием влюбленности, гормонами, которые ваш мозг немножко одурманили. И я об этом часто тоже говорю, что Всемирная организация здравоохранения причисляет состояние влюбленности к легкому психическому расстройству. Почему это происходит? Потому что в период влюбленности вырабатывается невероятное количество гормонов поощрения, начиная от дофамина, заканчивая серотонином, эндорфинами, которые влияют на наше сознание как наркотик. И мы находимся в таком полудреме. Этот полудрем может длиться от 3 месяцев и до 1,5 лет. Нам все кажется достаточно прекрасным, таким очень аппетитным, питательным, отношения замечательные. И вы просто не обращаете внимания на какие-то привычки, повадки, наклонности своего мужчины. А потом уже в отношениях, когда и сексуальная энергия, и гормональная система, и психоэмоциональное состояние приходят в норму, мы начинаем понимать, что оказывается перед нами совершенно другой человек. И познакомившись с ним, я, к большому сожалению, разочарована, потому что он очень сильно отличается от того, с кем я, в принципе, была знакома полгода назад. И что мне с этим делать? Надо превратить его срочным образом в прежнего принца. А почему мужчина не превращается? Объяснение очень простое. Он-то не знал, что вы воспринимаете его как с какими-то ожиданиями, потенциалом его наделили определенным. Он в своих представлениях такой, какой он есть. Вот такой, какой он есть. И если вы спите с ним, если вы ухаживаете за ним, а еще если вы ему котлетки готовите и омлет по утрам, и не только омлет, он, конечно, начинает себя считать кем? Самым лучшим из мужчин для вас. То есть, если она меня выбрала, если она со мной спит, если она хранит мне верность, значит, для нее я лучший из мужчин. Тогда чего она мне мозги делает? Правда? Ну, правда. Ну, достаточно справедливо и с одной стороны, и с другой. Вы требуете обратно вот этого чудо-мужика, в которого влюбились, а он понять не может, что вы от меня хотите. Ты ж видела, за кого ты замуж выходила, ты видела, с кем ты была в отношениях, с кем ты в постель ложилась. Поэтому, пожалуйста, не беспокой меня, не выноси мне мозги. Но это мелочь, да, когда мы в отношениях узнаем мужчину, узнаем друг друга и понимаем, что, оказывается, мы немножко промахнулись, но адекватные люди, и мы вроде бы можем договориться. Вот здесь включается осознанность. То есть мужчина и женщина понимают, что да, там в период влюбленности было все вроде бы красочно, а сейчас давай попробуем договориться. Мне бы очень хотелось, говорит женщина мужчине своему, чтобы ты прислушивался ко мне. Почему? Потому что мне очень важно, чтобы мой любимый мужчина меня слушал. А он говорит ей в ответ: слушай, ты достала меня со своими разговорами, я не выноси мне мозги. Раз и мы понимаем, что осознанность отсутствует. А почему отсутствует? Потому что у мужчины такое, возможно, воспитание, такой сценарий взаимоотношений он впитал. У него отсутствует определенная интеллигентность, человеческая, я не говорю о какой-то интеллигентности, дворянской, граф, герцог, нет. Абсолютно человеческая интеллигентность, воспитанность, интеллект, которым должен обладать абсолютно каждый человек. Способность слышать, сопереживать, сочувствовать. То есть, когда человек подходит и говорит: мне больно,
Да, то есть ты мне делаешь больно, можешь мне не делать больно? Да, могу. Он не делает. А когда вы подходите и говорите «мне больно», а он говорит «ну извини, это твое мировосприятие такое, тебе это так кажется, тебе показалось это», то значит вот это совсем уже другой разговор. Про осознанность рассуждать не приходится. Поэтому очень важно понимать и осознавать одну простую вещь, что находясь в отношениях с мужчиной, да, вы можете рисовать определенные картинки, определенные сюжеты, определенные сценарии. Вы можете мечтать о том, какой будет ваш мужчина, какими будут ваши отношения. Но при этом вы должны понимать и четко усвоить одно простое правило. Если вам в жизни, я назову это словом «не повезло», потому что я искренне убежден в том, что вам в следующий раз повезет, а повезет не просто так, а почему? Потому что я вам в этом помогу. И вот если у вас в прошлых отношениях попадались абьюзеры, бабники, женатые мужчины, инфантильные, слабые, маменькины сыночки, мужики, которые вам изменяли, били, унижали, вероятность того, что вы окажетесь вновь в таких отношениях, то есть в своей роли, в роли жертвы, спасателя, в роли агрессора, шансы очень велики, что ваши следующие отношения будут такими же, абсолютно такими же. И я, знаете, все девушки, которые приходят на мои вебинары и смотрят прямой эфир, они, конечно же, знают о том, что я обязательно в каждом прямом эфире упоминаю свой онлайн-курс «Я женщина», который каждый месяц стартует, и его проходит больше 200 девушек ежемесячно. О чем этот онлайн-курс? Это онлайн-курс для тех девушек, которые хотят стать счастливыми не только в отношениях с мужчиной, но просто в отношениях с собой в первую очередь. И почему я сейчас об этом начал говорить? Почему я решил упомянуть онлайн-курс? По одной простой причине. Если я не умею управлять автомобилем, мне нужны водительские права. Чтобы мне получить права, мне что нужно сделать? Мне нужно пойти отучиться. Куда? Ну, куда-то в автошколу, а потом еще в ГИБДД сдавать экзамен. Если я хочу научиться выпекать прекрасные тортики, быть кулинаром, мне нужно пойти отучиться. Да, то есть, если я учусь и мне говорят, ты, в принципе, Наполеон готовишь хорошо, печешь, а вот остальные у тебя изделия не очень вкусно получаются. То есть, нужен какой-то опыт, нужно получить наставление от более грамотного и умного человека, который разбирается в том, что он делает. Вот когда я приглашаю девушек на свои курсы, я им тоже об этом говорю, что если у вас есть опыт неудачных взаимоотношений с мужчиной, и этот опыт довел вас до состояния расстройства, депрессии, разочарования, потому что нельзя смотреть на расставание с позиции ха-ха-ха. Да, можно делать вид, что все хорошо, но внутри все равно есть определенные тревоги и переживания. И если вы хотите продолжать такой путь, пожалуйста, можете. Если вы не хотите быть в положении вот такой жертвы, которая постоянно нарывается на неудачные отношения с мужчинами, то я, конечно же, девушкам рекомендую курс «Я женщина». Почему? Потому что он в прямом смысле слова, то есть без преувеличения, творит самые настоящие чудеса, особенно с теми девушками, которые его проходят и следуют всем тем рекомендациям и выполняют задания на курсе. И здесь очень важно понимать и осознавать одну простую вещь. Курс не состоит из какого-то, можно я грубо выражусь, дерьма. Например, нацепи на себя супер красивое платье, иди в очень классное заведение, сядь и пристально смотри мужикам в глаза. То есть курс не для этого. Мы не учим женщин обольщать мужчин. Мы не учим женщин строить им глазки. Мы не учим женщин превращаться
в охотниц за мужскими сердцами. Нет, ни в коем случае. Основная цель курса – это очень глубокая психологическая проработка внутреннего состояния женщины, ее психоэмоционального состояния. То есть, если сделать, знаете, по такой формуле провести, задать вопрос, что будет, то есть что произойдет с девушкой, которая пройдет курс «Я женщина». А курс проходит тем более в режиме онлайн, да, то есть вам не нужно куда-то ездить, вам не нужно куда-то ходить, вам не нужно где-то посещать какие-то места. Для этого нужен только интернет. То есть вы, находясь в интернете, выполняете определенные задания, тесты, работаете с собой. И, конечно же, слушаете онлайн-вебинары, которые проходят в закрытых группах. Так вот, что будет, если вы пройдете этот курс? Что произойдет с вами? Естественно, вы проработаете свои негативные установки, которыми пользовались всю свою жизнь, которые обрели в своем далеком детстве на фоне взаимоотношений со своими родителями, со своими близкими, сверстниками и учителями. Конечно, избавитесь от деструктивных сценариев и стратегий, да, которые вам мешают жить абсолютно осознанной и счастливой жизнью. Научитесь отстаивать границы личного пространства. Это безумно важно для абсолютно каждого человека, потому что все проблемы в жизни и формирование самооценки, и уверенности в себе, и негативные установки – это все результат нарушения границ личного пространства. Да, то есть вы проработаете отношения с родителями, и детские психотравмы. То есть выйдете из этого состояния, из созависимых ролей. Жертва, спасатель, агрессор, преследователь. При этом вы же должны понимать еще очень простую вещь, что мы часто проживаем свою жизнь в состоянии внутреннего родителя. То есть женщина в отношениях с мужчиной как мамочка, наседка. Она все везде контролирует, она везде за всем смотрит, все у нее под контролем. И в ее жизни получаются вот такие инфантильные, неадекватные мужчины, которых она тащит. Да? Либо наоборот, девушка может быть в роли такого внутреннего ребенка, быть девочкой-девочкой в отношениях, и вечно кричащей «надо», ножкой топающей и так далее, и так далее. То есть вот над этими состояниями мы безусловно работаем. Но я вам больше скажу, что почему этот курс очень важен и ценен для абсолютно любого человека. Смотрите, вот представьте, что вы появились на свет с абсолютно опустошенным информационным носителем. То есть мы сейчас говорим про наш мозг. Мы абсолютно все появляемся на свет вот с таким достаточно открытым для приема информации накопителем. И туда начинают вкладывать информацию. То есть закладываются, кто мы, что мы, наши способности, на что мы можем рассчитывать, на какие отношения, на какие взаимоотношения с миром, какая у нас самооценка, что мы из себя представляем. Понятно, что наш мозг это не бездонная бочка, да? Это не какой-то бесконечный приемник, куда могут забрасывать информацию. А наш мозг имеет определенный ресурс. Он умеет выстраивать определенные нейросвязи, нейроассоциации, подключать нейросознание свое, ориентируясь на ту информацию, которая уже когда-то поступила. И если вам сейчас 18+, я могу вам сказать, что там приемник уже сформирован, там информация уже накопилась, она уже апробируется за счет ваших навыков и вашего опыта. За счет этого опыта выстраиваются нейроассоциации, нейросвязи, которые вы используете, я использую в своей жизни. Что мы делаем на этом курсе? Мы даем вам практики, благодаря которым вы высвобождаете из своего сознания деструктивные нейронные связи, нейронные сети. Мы их просто ломаем, помогаем вам выстраивать абсолютно новое мировосприятие. То есть все то, что было когда-то
загружена родителями, знакомыми, друзьями, школой, детским садиком, университетом, мы оттуда вычищаем и делаем все возможное, чтобы вы могли изменить свою жизнь. Именно на этом основан курс. То есть мы не учим женщину соблазнять, мы не учим женщину совращать, мы не учим женщину быть суперсексуальной и красивой. Нет, мы меняем полностью сознание, мы помогаем повысить самооценку, привести ее в здоровое состояние, избавляем от созависимых отношений. То есть этот курс подходит в принципе абсолютно всем девушкам, и тем, кто в любовницах, и тем, кто замужем, но несчастен, и тем, кто не может построить отношения с мужчиной, и кто с ребенком и замуж не берут. И в принципе для любой женщины, которая хотела бы стать счастливым человеком, он будет абсолютно полезен. Еще очень интересный момент по поводу стоимости я хотел сказать, да, там задавали вопрос выше. Стоимость курса обычно 4500. Сейчас у нас действуют скидки предновогодние, то есть вернее и предновогодняя скидка была, и после Нового года. То есть вы можете приобрести в принципе этот курс сегодня за 3900 рублей, сегодня, завтра, послезавтра. То есть это такое, это скидка небольшая, вместо 4500 можно приобрести за 3900 рублей. Но я могу вам сказать, что 3900 рублей это смешная цена по сравнению с тем, что вы приобретаете. То есть по сравнению с тем, что вы обретаете на этом курсе. Представляете себе, вы 30 дней, 4 недели получаете ежедневные задания, вы по выходным участвуете в закрытых вебинарах, получаете практики, делитесь результатами, общаетесь в закрытых группах со мной, с другими психологами, с девушками, которые пришли с такими же проблемами, как у вас. То есть 3900 рублей это смешные деньги, я не знаю, сколько это в месяц получается, в день вернее. Это 130 рублей. Это 130 рублей в день за невероятно крутую психологическую проработку. Я могу сказать так, что никто на сегодняшний день, по крайней мере, из известных мне спикеров и психологов ничего подобного не предлагает в сети интернет. Есть похожие курсы о том, как стать супер крутой женой, там и у Ярика Самойлова, и еще у кого-то. Но мы абсолютно о разном, абсолютно о разных состояниях. То есть у меня курс рассчитан исключительно на глубокую психологическую проработку, на избавление от детских психологических травм. Что на курс приходят абсолютно разные девушки, и пережившие и эмоциональное насилие, и сексуальное, и физическое, какое угодно. Это девушки, которые находятся в несчастливых отношениях с мужчинами, которые в любовницах много лет, девушки, которых бросают. Поэтому здесь нужно понимать, что курс, он, знаете, такой достаточно глубокий, и ни в коем случае не нужно рассчитывать на то, что вы придете, и вам дадут какую-то записную книжку и скажут: вот результат, иди бери. То есть наша задача перезагрузить ваше сознание. Как мы его перезагрузим, если вы в это сознание никого не впускаете? Да? А вот чего не будет, если вы придете на курс? Вот вам интересно, чего больше не будет в вашей жизни? Вот смотрите, вы платите 3900 рублей, чтобы вы больше никогда не стали любовницей женатого мужчины. Мне кажется, это достаточно смешные деньги. И я думаю, девушки, которые здесь сейчас смотрят трансляцию, они согласятся со мной, если вы находитесь в отношениях. 3900 рублей, чтобы больше никогда не быть любовницей, а быть единственной любимой женщиной. Это нормальная сумма? Мне кажется, абсолютно. Да? 3900 рублей, чтобы больше никогда не быть в отношениях с абьюзером, то есть с физическим либо эмоциональным насильником. Казалось бы. Что это такое? Это сумочка какая-то не очень
качественное? Это какие-то колготки там, я не знаю, поход в ресторан с подругами? Что это? Да, то есть за 3900 рублей и вы больше не будете в отношениях с маменькиными сыночками, бабниками, алкоголиками, инфантильными мужиками, безответственными. Вы не будете встречаться с мужчиной, который вам рассказывает каждый день: вот-вот завтра женимся, но 5 лет не женится на вас. Никто больше не будет нарушать границ личного пространства. Вы будете отстаивать их. На курсе присутствует НЛП? Нет. Нет. Нет, на этом курсе не присутствует. Нет. Да, то есть о чем мы говорим? О том, что мы не будем жить, вы не будете жить чужими установками, не будете проживать родительские сценарии. То есть от этого всего вы избавитесь. От одиночества, не будете жить прошлым, самооценка придет в порядок. Мне кажется, это достаточно хороший повод прийти и принять участие. Ну а что будет, если вы не придете на курс? Возможно, для кого-то это прозвучит страшно, но вот вам изменяют сегодня, вам будут изменять дальше. Вас бьют, вас будут бить дальше. Вас обижают, унижают, оскорбляют, вас будут унижать, оскорблять дальше. Ваши отношения с мужчинами будут такими же, они будут приносить постоянные разочарования. Будете жить прошлым, вот этими ролями своими: жертвы, преследователя, спасателя, ребенок, родитель. То есть все останется как есть. Произойдет самое страшное, ничего не поменяется. Это самое страшное, что может произойти в вашей жизни. Она останется прежней. Вот такой, какой она является. И, конечно же, здесь выбирать только вам, да или нет. Поэтому, если у вас есть такое желание, пожалуйста, у нас действует скидка. Помимо того, что действует скидка, вы, если сегодня регистрируетесь, вам на почту приходит промокод на скидку. То есть вы благодаря этому промокоду можете оплатить курс не за 4,5, а за 3,5 тысячи. Это раз. Плюс вы получаете на почту 5 бесплатных видеоуроков моих на достаточно интересные темы. Это отношения с мужчинами, это и самооценка, это и отношения в любовном треугольнике. Естественно, у вас появляется возможность получить еще и бесплатную консультацию по курсу «Я женщина». С вами свяжется менеджер. Вот, все очень просто. Девушки, которые смотрят меня в вебинарной комнате, вы под видео видите кнопочку, на ней написано «Получить бонус». Нажимаете на эту кнопочку, заполняете форму, и вам приходит на почту промокод на скидку, ссылка на сайт и 5 видеоуроков. Девушки, которые смотрят трансляцию в Instagram, вы также можете перейти по ссылке, которая находится в верхней части профиля. То есть под описанием Марк Бартон, психолог-телеведущий, есть ссылочка. Вы по ней переходите, оказываетесь на сайте, нажимаете на кнопочку «Получить бонус». Заполняете данные, к вам на почту прилетает ссылка на 5 видеоуроков и промокод, по которому вы можете перейти и оплатить курс со скидкой. Не за 4,5 тысячи, а за 3 900. За 3 900. Девушки, которые смотрят в Инстаграм, я вот вам ссылочку тоже сбрасываю. Вы также переходите по ссылочке и нажимаете на кнопочку «Получить бонус», и вам приходит промокод и видеоуроки. Ссылка действительно будет до 12 часов. После 12 вы уже не сможете перейти по этой ссылке и получить промокод. Поэтому до 12 часов у вас есть возможность зарегистрироваться и, в принципе, даже оплатить уже сегодня, потому что промокод у вас будет на руках. Почему этот курс будет вам полезен, кроме взаимоотношений с мужчинами?
Вы посмотрите, как начнут меняться ваши отношения и в работе, и в бизнесе, и в творчестве. Насколько другой станет ваша жизнь. То есть ничего прежнего уже не будет. Если вы начнете применять в своей жизни все те знания, которые мы даем, вы посмотрите, как она поменяется. Естественно, гарантии какие? Я могу сказать так, что если вы мне докажете, что применили все практики, которые я вам даю на этом курсе, и в вашей жизни не произошли изменения, я вам двойную стоимость курса верну обратно. То есть вы пройдете его и прям по пунктам. Вот я начала применять эту практику, в моей жизни нет перемен. Верните деньги. Хорошо. Гордость – грех. Гордыня – это грех. Гордыня. Ну, как я вам сейчас приведу пример практик. Ну, есть у нас, допустим, практика моя авторская, которой пользуются очень многие психологи и психотерапевты в работе со своими клиентами, пациентами. Она рассчитана на расстановку границ личного пространства, на определение нарушителей, на расстановку и на отстаивание границ личного пространства. Она так и называется «Двери Бартона». Да, поэтому, может быть, кто-то ее уже даже выкладывает там в сети интернета, ее можно найти, но вряд ли кто-то другой расскажет более ясно и понятно и эффективно, нежели это сделаю я, автор этой практики. И в принципе там все программы достаточно, все практики достаточно интересны, поэтому приходите на курсы, и вы убедитесь, что это все мега-супер эффективно. Это тяжело граница, естественно, естественно. Непросто, непросто. Почему непросто? Потому что на нарушении границ личного пространства, в принципе, базируется все существование человека. Все существование человека базируется на границах личного пространства. То есть вот что-то произошло в нашей жизни, нарушение произошло, если мы не отстояли, если мы продолжаем общаться с этими людьми, если нарушения продолжаются, все, будьте готовы к тому, что ваш мозг формирует новые связи, опираясь на которые он переводит их в бессознательные процессы, и вы в дальнейшем начинаете жить уже неосознанно, выполняя рефлекторно те действия, которые были вам подсажены в результате нарушения границ личного пространства. У нас сейчас в Инстаграм закончится трансляция, в Ютубе она продолжается. Девушки, которые находятся в Инстаграм, еще раз напоминаю, что ссылка на регистрацию, на то, чтобы получить бонусы в виде 5 бесплатных видеоуроков, а также промокод на скидку для участия в курсе «Я женщина». Ссылочка находится в верхней части профиля Instagram под описанием. Марк Бартон, психолог-телеведущий. Есть ссылочка. Вы по ней переходите и оказываетесь на сайте курса. И можете там оставить свои данные и получите все бонусы. И, естественно, и оплатить. Естественно, оплатить. Девушки, которые смотрят в вебинарной комнате и Ютубе. В Ютубе вот ссылочку я вам сбросил. Вебинарная комната. Нажмите на кнопочку «Получить бонус» и вам все прилетит. Мы сейчас прервемся в Инстаграм. Заходите обратно, я буду отвечать на